Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю серию роликов про анатомические поезда или мышечные цепи. Это вызвало интерес у зрителя, поэтому я продолжаю. Итак, поговорим опять о нестыковках и нюансах и ошибках, которые я встретил у Майерса. О том, как теория не работает на практике и что работает на практике. Давайте разберем спиральную цепь. Я считаю, что в том виде, в каком ее нарисовал Майерс, это не работает. Мне ни разу не удалось с помощью нарисованной Майерсом цепи что-то изменить. Это не работает. Вот. Но мышечная цепь как концепция работает. И я сейчас нарисую то, что действительно на практике имеет место быть, как она на самом деле чаще всего встречается, это спиральная цепь, и как это работает. Итак, у Майерса цепь идет, косая мышца идет в противоположную сторону. Я же открыл такую вещь, это было случайно, что отработав вот здесь сбоку, то есть одновременно внутреннюю наружную косую мышцу живота, я вдруг за один сеанс увидел значительное уменьшение сутулости. Просто колоссальные изменения. Я был в шоке и не понимал, ведь это же латеральная линия по Майерсу. Однако нет. Я даже не знаю, как назвать эту линию. Это некая смесь. Это некая смесь. Но эта смесь дала мне ответ, как это работает и как формируется такая осанка. Давайте я вам нарисую немножко эту схему, как на самом деле она будет происходить, эта линия. Вот. То есть косая мышца будет идти вот так. То есть она останется на той стороне, на какой была. Дальше, тут вот я нарисовал очень некрасиво, непонятно. Дальше она перейдет вот так в зубчатую. Это сформирует сутулость. И, что самое важное, оно пойдет в шею не в противоположную сторону, не через ременную мышцу, как нарисовал Майерс, противоположную, да? А через мышцу, поднимающую лопатку. Таким образом, по Майерсу должен быть, если у вас сокращена правая косая, то поворот головы будет в противоположную сторону. Я же говорю, что если у вас сокращена правая, то поворот головы будет в ту же сторону. Наклон и поворот будет зависеть от компенсации равновесия. Но главное, что у вас шея будет согнута. И давайте я расскажу, почему все будет так. И, кстати, давайте даже продолжим на ноги, как это чаще всего бывает. Здесь будет именно прямая мышца, как правило. И прямая большеберцовая. Вот так это будет происходить. То есть цепь будет идти вот таким вот образом. Вот такая модель встречается очень часто. То, что нарисовал Майерс, я не встречал ни разу. И ни разу это не срабатывало. Это срабатывает всегда. Давайте мы посмотрим, как вот эта вот модель формирует проблему в шее. И какая здесь будет проблема. То есть это будет, наверное, интересно мануальщикам, потому что у такого человека вы увидите проблему между 4 и 5 позвонком. Давайте мы рассмотрим, почему именно 4 и 5. Итак, я уже рассказывал о той модели анализа цепей. То есть что здесь произойдет, если укоротилась вот здесь, а также прямая мышца, да? Если укоротилась прямая мышца, вот эта точка отпустится. Соответственно, вот эта точка вслед за ней тоже поедет. Поэтому прямая мышца бедра может создать проблему вот здесь. То же самое косая мышца живота тоже может создать
вот здесь. Но, как правило, это вместе идет всегда. То есть смещение шейных позвонков будет идти от прямой и от косой мышц. Давайте я попробую разрисовать это более подробно, почему именно так это происходит. Вот мы имеем шею. Мы имеем шею, ну это голова. И здесь мы имеем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? 1, 2, 3, 4. То есть мышца, поднимающая лопатку, придет в натяжение. Почему? Потому что точка лобка опустилась, опустила ребра, ребра опустились, опустили лопатку. И, соответственно, вот эта точка прикрепления, она тоже опустится. И тогда мышца придет в натяжение. Но куда она крепится? Мышца, поднимающая лопатку. Она крепится к 4 первым позвонкам. Почему я это все так говорю? Потому что у меня именно такая ситуация в моей осанке. Я долго не мог понять этого, и никто мне не мог это объяснить. Никакие специалисты, ни те, у кого я учился, ни остеопаты, никто. И что произойдет с шеей? Вот в таком случае. Ее согнет. Ее согнет, то есть она не просто согнется, а произойдет вот такое сползание 4 верхних позвонков назад. Мало того, что сгибание, еще вот так согнется и еще уползет назад. То есть выглядеть это все будет вот так. 4-й позвонок сместится относительно 5-го. Я нарисую их блоком. Вот 4 позвонка. Это будет блок. И этот блок будет выглядеть вот так. А это будет 5-й, 6-й, 7-й. То есть общая длина шеи, она как бы сократится. Шея станет короче, вот так. Потому что тянет вниз и назад. Тянет вниз и назад. Вот эта тяга, она вот так идет. Мышцы, поднимающие лопатки. Но я немножко угол утрировал. Он будет чуть-чуть другой, конечно. Ну, он будет вот так идти. Но все равно есть некая тяга назад. Поэтому вы увидите именно между 4-м и 5-м проблему. То есть именно мышца, прикрепляющая лопатку, создает проблему в шее. За счет того, что опустилась лопатка, лопатка опустилась, потому что опустились ребра, ребра опустились либо потому, что укоротилась косая живота, либо опустилась лобковая кость и таз, куда крепится косая мышца. Поэтому, как правило, здесь 2 причины. Даже 3. Даже 3. Это прямая и косая, это основные, но также передняя большеберцовая тоже будет играть здесь свою роль. Ну, могу нарисовать как. Если вам это будет интересно, то я нарисую. Боюсь, что это будет немножко сложно для понимания. Тем не менее, как правило, вот такая фигура, она имеет название шахматный конь. То есть выглядит это все вот так. Вот такая вот сутулость. И вот так вот сжата шея. Вот так вот сжата шея. То есть передняя большеберцовая укоротилась, сместила колено. Прямая она сделала наклон таза. Косая, переходящая в, вот здесь лопатка, в зубчатую. Вот этот вот размер сократила и создала сутулость. А мышца, поднимающая лопатку, сжала шею. Так как смещенное колено увеличивает наклон таза, поэтому проблема шеи также будет зависеть от этой мышцы. Поэтому практически нижняя часть тела создала проблему в шее. Вот так работает на самом деле спиральная линия. То, что я
вижу спиральную линию у Майерса, это не работает. Во всяком случае у меня. И я еще не видел никого, у кого бы сработало. Ну, если у вас сработало, напишите. У меня работает вот это. Вот такая вот линия. И здесь как бы, ну, действительно я вижу изменения, когда работаю с этим. Растягиваю нужные мышцы. С тем, как нарисовано в книге, это не работает. Вот. Но я повторюсь, что это не, поймите меня правильно, это не критика Майерса. Я с уважением к нему отношусь, и он как бы дал хорошую базу для анализа. Но, к сожалению, ошибки тоже есть. Поэтому, если будете использовать такой вариант цепи, то вы будете всегда получать результат. Если книжный, то результата не будет. Это вот мной проверено. Надеюсь, всем понятно, всем удачи.